Приветствую всех садоводов-любителей, а также гостей и подписчиков моего канала в этот солнечный и теплый день 25 мая 2020 года в городе Астрахань. У нас в Астрахани без изменений, также очень жарко, около 28-30 градусов тепла. Сегодня у нас очередная, пятая часть нашего увлекательного путешествия в мир клоновидных яблонь. И сегодня я вам расскажу об очень ответственной процедуре. Это весенне-летние формирующие обрезки наших клоновидных яблонь. Или как еще называют эту процедуру, это пинцировка или прищипывание молодых побегов яблони. Некоторые садоводы-любители наверняка не отдают должного внимания этому мероприятию, а эта процедура крайне необходима для клоновидной яблони, так как весенняя обрезка, мощная обрезка, которую мы производили весной, она способствует сильному росту молодых побегов, от которых нам надо избавляться. Необходимо отметить, что весенняя обрезка для плодовых деревьев является небольшим стрессом, так как в этом случае мы обрезаем одревесеневшие побеги. В случае же весенне-летнего варианта обрезки мы будем просто прищипывать молодую поросль. Итак, давайте разберем плюсы весенне-летней обрезки. Первое – это предотвращение загущения ствола. Второе – это предотвращение попадания на ствол с нашим будущим урожаем необходимого солнечного света и тепла. Третье – мы устраняем конкурирующие побеги, между которыми постоянно идет борьба за те питательные вещества, которые мы даем яблоне. Четвертое – мы ограничиваем точку роста. Побег, который мы прищипнули, перестает расти. В крайнем случае, возможно, он вырастет через пару недель, но, возможно, и не вырастет совсем. Это благотворно будет сказываться на нашем будущем урожае и на наших плодушках, которые мы выращиваем. В-пятых, мы как бы перераспределяем питание дерева, направляем все соки туда, куда ему необходимо. Ну и самый большой плюс от пинцировки – это то, что мы стимулируем образование плодушек на следующий год. Вы, наверное, меня спросите, почему я придерживаюсь словосочетания весенне-летняя обрезка, ведь на дворе 25 мая. Я вам отвечу так, что в Астрахани 25 мая это так же, как в средней полосе, примерно 15-20 июня. Потому что я знаю по вашим комментариям, что у вас еще плоды практически еще не сформированы. Именно поэтому процедуру пинцировки или прищипывания молодых побегов можно назвать как весенней, как летней, так и весенне-летней. Итак, в качестве примера начинаем рассматривать вот с этой клоновидной яблони. Затем перейдем на другие деревья. Как вы можете видеть, боковые ветки на этой яблоне отсутствуют, но есть ряд веток, которые я все равно оставил в случае весенней обрезки. Видео об этом, кстати, можете посмотреть у меня на канале. Давайте начнем с примера. Вот очень хорошая была произведена обрезка на 2-3 почки этой весной. И что у нас в результате вышло? Вот это у нас место. Сформировалось плодовое образование. Это на следующий год будет яблоко. Вот еще одно плодовое образование, тоже будет яблоко. Таким образом, в результате вот этой грамотной обрезки у нас получилось 2 плодовых образования. А вот это третий молодой побег, который пошел вверх параллельно стволу, и который будет загущать ствол, во-первых. Во-вторых, будет отнимать драгоценную энергию. Вот как раз вот у этих 2 будущих яблок. Поросль у нас молодая, секаторов здесь не потребуется. Мы просто его прищипнем. Вот мы прищипнули. Таким образом мы остановили точку роста ненужного нам побега. Ну, давайте еще рассмотрим одну ветку. Я ее специально оставил для того, чтобы формировать на ней плодушки. Некоторые плодовые образования, они уже сформированы на следующий год. А вот эти 2 побега, они нам практически не нужны особо. Вот от этого мы избавимся полностью. Смотрите, он растет параллельно стволу, будет загущать его в дальнейшем и будет отнимать, опять же, нашу ценную энергию, которая пошла бы на рост плодов. Поэтому мы даже не будем его прищипывать, мы избавимся от него методом выламывания. Есть такой еще метод, просто его берем и отламываем. Вот смотрите. Но самое главное, что яблоня переносит это совершенно безболезненно. А вот вторая ветка, которая у нас отходит, от нее мы полностью избавляться не будем, мы ее просто прищипнем.
Ну вот также еще была проведена обрезка вот в этом месте. Вот вырос молодой побег, и мы сейчас избавимся от него методом прищипывания. Вот, и здесь мы прямо вот до первого хорошего листочка прищипнем. Вот и все, очень просто и легко. Но вот еще случай. Вот пошла у нас ветка молодая. Если мы ее оставим, то вот видите, за этой веткой на стволе вот плодовое образование. Это будет яблоко на следующий год. Вот эта вот ветка будет загущать вот это место с будущим нашим яблоком. Поэтому вот от этого молодого побега необходимо избавиться методом прищипывания. Давайте воспользуемся острым секатором и просто обрежем его. Вот мы избавились от этой ветки ненужной, которая теперь освободила солнечный свет вот для этого нашего будущего яблока. По-моему, все очень просто и понятно. Ну, давайте еще разберем пример. Вот была проведена обрезка на 2 почки. Что у нас в результате вышло? То есть одно яблоко у нас на следующий год будет, вот оно. Вот. А вот эта вот молодая пурсель, смотрите, она уже как выросла. Она пошла параллельно стволу, совершенно нам не нужна. Она будет затенять ствол, затенять места для будущих яблок. Смотрите, сколько там яблок будет на следующий год. И мы ее сейчас прищипнем. Таким образом, вот эта срезанная ветка уже не будет затенять наш урожай, который будет на следующий год. Таким образом, буквально за 5 минут мы привели в порядок наше дерево, избавились от ненужных веток, а некоторые прищипнули. Итак, переходим к прищипыванию молодой поросли вот этой коновидной яблони трехлетки. Вот у нас была обрезка весенняя, как вы видите, на 3 почки примерно. И у нас в результате образовалось 3 плодовых образования. Очень удачная обрезка. Вот смотрите, первое яблоко будет на следующий год. Вот это второе. А вот это третье. Но у нас вот идет вот этот побег, который нам, в принципе, весь полностью не нужен, потому что он оттягивает сейчас энергию, которая могла бы пойти вот именно на этот наш будущий урожай на следующий год. Поэтому мы сейчас избавимся от этого, можно так сказать, балластного побега, который нам не нужен в таком размере. Вот примерно на этом уровне. Соответственно, вся энергия пойдет вот на эти 3 будущих яблока. Также вот была проведена обрезка, как вы видите. Вот у нас будет яблоко плодового образования. Вот, а вот эта вот ветка, ну, конечно, полностью от нее избавляться не будем. Она не так уж под острым углом растет, но все равно обрежем. Вот так. Вот тоже веточка, которую я полностью не обрезал на кольцо, а оставил для того, чтобы экспериментировать с плодовыми образованиями. Вот около 3 уже завязалось яблок на следующий год. Но вот эти 2 ветки, конечно, они абсолютно не нужны, потому что они нам будут мешать, оттягивать драгоценную энергию, загущать ствол. На следующий год на стволе могут проснуться плодовые образования. В этом году нет, а кто знает, а вдруг на следующий год проснутся. И вот представляете, вот эти 2 ветки, они будут препятствовать доступу света и тепла на ствол. Вот также была проведена обрезка. Вот яблоко на следующий год, вот вы видите. Вот, а вот эти 2 стволика, вот они, мы их немножко прищипнем. Прямо вот сейчас пальцем. Вот у нас пошел побег. Мы его просто ограничим и на самом верху прищипнем. Вот это длинный, параллельный
стволу дерева, который нам совершенно не нужен. Так вот, смотрите, еще у нас побег. Простая прищипка, то есть он еще не той длины, чтобы его обрезать даже секатором. Он очень мягкий. Ну вот мы добрались почти до верхушки. Здесь у нас более приятная картина. Здесь будущий урожай. Вот, но этому урожаю может препятствовать, вот видите, как усиленно растет молодая ветка, которая вот если вырастет, она будет закрывать свет от наших яблок будущих. Поэтому мы сейчас от нее избавимся. Видите, как очень просто и быстро. Можно было это пальцами, я срезал секатором острым. Ну вот, 3-5 минут, и наша клоновидная яблоня приняла классический вид пирамидального тополя, без каких-либо веток. Плавно переходим на еще одну клоновидную яблоню, трехлетку. Верх здесь идеальный, здесь никаких нет веток. Здесь есть только плодовое образование, которые будут на следующий год яблоками. В нижней третьей части яблони я оставлял вот веточку, вот она. Когда производил обрезку, вот здесь у нас сформировалось плодовое образование, вот будет яблоко. Но вот эти две ветки, конечно, пошли усиленно расти, и они нам совершенно не нужны. Ну вот, нижняя треть у нас приняла божеский вид. И вот этой обрезкой мы стимулируем ствол нашей яблони на то, чтобы следующей весной здесь проснулись почки, потому что тогда энергия уже не будет уходить вот на эти бесполезные веточки. Ну, давайте рассмотрим еще одну. 4-я яблоня, трехлетка, растет за домом. Света здесь после 2-3 часов дня не бывает, поэтому немножко здесь скудновато и листвы, и плодов. Вот у нас ветка, мы от нее просто избавимся очень легко прищипкой. Больше на этой яблоне прищипывать нечего. Вот идет ствол, боковых веток здесь вообще нет. Обратите внимание на шикарное состояние верхушечной почки. Очередная 5-я трехлетка. Вот была обрезка весной. Вот сформировано плодовое образование на следующий год. Вот, а вот эта вот ветка, она совершенно не к месту. Так, вот тоже ветка. Смотрите, она как уже пошла в бок. Одно яблоко у нас я вижу здесь вот образовалось. А рост побега этого ограничиваем, немножко обрезав. Ну, собственно, с 5-й трехлеткой разобрались, больше здесь обрезать нечего. А 6-я трехлетка, здесь мы ничего не обрезаем вообще. Урожай, радующий глаз. Таким образом, мы сегодня провели очень ответственное и нужное мероприятие, а именно весенне-летнюю формирующую обрезку клоновидной яблони. Эта процедура, как я говорил уже ранее, особенно необходима нашим плодовым деревьям, в частности клоновидной яблони, в весенне-летний период. Так как если мы оставим эту процедуру на весну будущего года, побеги наши одревеснеют, и дерево будет испытывать, конечно же, больший стресс, чем оно испытывало бы сейчас. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, делитесь комментариями. Мне будет интересно, как вы производите пинцировку и прищипывание молодых побегов в вашем саду. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Следующая, 6-я часть нашего повествования о клоновидных яблонях
будет посвящена вопросу нормирования плодов клоновидной яблони, так как этот вопрос особенно важен в период роста и формирования плодов.